Тум-тум, всем чао-чао, меня зовут Кичиген Эдуард, и снова блог немножко про скетчинг, про разные варианты ландшафтного архитектурного скетчинга, и сегодняшнее видео про то, как практический скетчинг приходит в момент тренировок. Скетчинг как фитнес. Что я делаю обычно для того, чтобы поддерживать свой уровень и чтобы наращивать его. Ну, прям покажу, как есть, у меня вот так и происходит. И вот такая симпатичная картинка. Сейчас покажу ее в целом. Вот она. И сейчас покажу ее в деталях. И что происходит? Происходит очень простая штука. Я думаю, если вы архитектор, ну это я Пезаро делал, ну я довольно много практикую в Италии. И суть моего скетчинга, его эстетическая составляющая, ну и интеллектуальная, да, прочие все составляющие. Это итальянская школа и пропущенная через практику, рабочую практику. Вот, я таким образом, ну, учусь. И что я думаю? Вот такая вот композиция. Посмотрите, пожалуйста. И я думаю, что вот это вот то, что должен делать ландшафтный архитектор постоянно. Он должен делать себе вот такие вот композиции, на которых можно отрабатывать ритм, объемы, саму композицию, положение этого всего в объеме, в пространстве, ну, как элемент подачи, там вы делаете какие-то стрелочки, подписываете там породный состав, думаете о том, как закомпоновать всю эту историю. И вот это вот работает очень хорошо. То есть можно делать вот таким образом. Вы, например, разговариваете по телефону и совершенно, ну, практически бездумно работаете над декоративной составляющей вашего наброска. А таких набросков, ну, должно лежать на столе просто прям много. Или они должны быть в скетчбуке. У меня такой большой скетчбук проектный, на нем очень-очень много. Это уже законченный скетчбук. Я показываю сейчас из него фрагменты и показываю, каким образом работает моя практическая скетчевая история. Вот. Ну и это можно делать в автомате. Суть в том, что на это не нужно тратить очень много времени. Ну, сейчас прекрасно понятно, что времени нету ни у кого и ни на что. И это прям проблема большая, проблема и боль там современного человека. Что делаю я с этим? Я просто всегда имею под рукой скетчбук. И чем бы я ни занимался, я могу говорить с кем-то, я могу ехать куда-то, я могу, ну, говорить по телефону, то есть я могу отключить мозг, но рука моя будет работать над моей задачей. Это как фитнес. Вы можете думать о чем-то своем, но тренировать свои навыки. И для того, чтобы сделать руку продолжением мозга, вот, ну, пишущий инструмент продолжением вашей мысли, чтобы она сразу же приходила на лист, нужны постоянные тренировки. Вот мои постоянные тренировки, ну, часто выглядят вот таким образом. Это простое абстрактное упражнение на композиционное мышление, и оно выглядит как готовая, ну, такая симпатичная, эффектная работа. Но в целом там осмысление какое-то было на первичном этапе, когда я разбирал вот эту вот историю на, там, я думаю, это должна быть симметричная композиция. Она ближе к истории классики, и мне это очень-очень нравится. Поэтому я буду делать ее симметричной. Потом я думал, каким образом могут работать у меня большие объемы. Есть большой объем, есть два небольших объема, есть объем поменьше и еще меньше. И на них ритмически посажена вот эта вот история со скамейкой из, как вазоны, из которых тоже может выходить, ну, какая-то зелень. Вот здесь вот история с лестницей. Ну, тут какие-то посадки. Если мне необходимо будет, я сделаю стрелочки, ну, как вы видите, у меня там часто видео, и сделаю информационную часть. Но сейчас пока это все история такой композиционной и декоративной отработки. Декоративность здесь, ну, вырабатывается в том, что я формирую для себя навык рисовать простые формы и простые детали быстро, просто симпатично, совершенно не думая об этом. Чем меньше я трачу ресурс на то, чтобы рисовать красиво, тем больше я трачу, имею возможность тратить ресурс на то, чтобы проектировать. И вот это вот моя задача. Я должен проектировать, а не тратить время на
то, чтобы каким-то образом поддерживать эту историю напряжением, ну, там, художественных или технических своих способностей. Я хочу перевести ее в автономный режим, и вот это одна из типичных особенностей моего скетчинга. Чтобы вы не думали про выражение, чтобы вы сразу же проектировали начисто. Ну, такая особенность мозга. Ее я услышал у одного большого архитектора, но там была такая история, то что нужно когда-то отказаться от карандаша. Отказаться от карандаша — это такая драматическая тема, когда ты думаешь, ты должен рисовать сразу же. Сразу же и хорошо. Что ты с этим сделать можешь? Ничего ты не можешь сделать. Ты просто должен делать так. Я такой сижу, думаю, окей. Окей, наверное, он знает, что говорит, потому что он очень крутой и в архитектуре, и в рисунке. И я думаю, окей, я откажусь от карандаша, я буду заставлять себя, сначала заставлять, рисовать тем инструментом, который не подразумевает исправлений. И сначала была немножко проблема. Сначала было немножко больно, и ничего не получалось. Но потом мозг адаптировался, мозг понял, что ему лучше сразу же рисовать, не идти вот в эту странную длинную историю с тем, чтобы исправляться. Он подумал, окей, Эдо, если ты так делаешь, ну, я пойду тебе навстречу. И он сразу же начал мне давать вот эту вот возможность рисовать без исправлений. Это странно, но это работает. Ну, это реально работает. И в итоге, если на эту идею, ну, посадить там мою выработанную технику скетчинга, то это все вот, в общем, и рождает возможность вот такой графики. Про мою технику скетчинга, вот, ну, я, наверное, буду в каждом видео проговаривать, а иначе, собственно, зачем я это все делаю? Я готовлю видеокурс. Когда видеокурс будет готов, то вы его смотрите, найдете там в описании к каждому видео. Будет ссылка, ее можно будет приобрести и идти по вот этой вот истории. Ну, я проведу вас по этой истории алгоритмично. То есть будет все понятно, что делать, как отрабатывать, как прийти к такому, ну, на мой вкус, стильному, эстетскому, утонченному и хорошему результату. Ну и чтобы, главное, он был уже там вашей данностью. Чтобы скетчинг, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг, он не был подвигом, не был преодолением себя, а естественным продолжением вас как разговор. Вот это же круто. Вам же, ну, легко, например, говорить на какую-то тему, которую вы любите. И точно так же, мне кажется, должно быть и проектирование. Ну уж тем более такая обслуживающая процесс проектирования особенность, как, ну, выражение в графическом виде вашей проектной идеи. Вот это, мне кажется, правильно. Ну, соответственно, тем, кто не занимается проектированием, мне кажется, тоже круто рисовать такие графические картины. Они чистые, они стильные, они точные, красивые. Вот я, ну, то есть я очень люблю то, чем я занимаюсь. На самом деле очень люблю. Ну и эта любовь, она уходит корнями в такое жизнелюбие итальянское. Да, блин, давно уже не было, как я хочу уже немножко в Италию. Вот, такая графика, она хороша и для, ну, и для Русского музея хороша. Кому интересно, то сходите в как Михайловский сад, там на обоих входах висят карты моей графики, ну, которые я рисовал пером и тушью. Вот эта работа изначально тоже создана пером, но я корректирую ее сейчас линером, например. Ну и в этом нет проблемы, потому что это моя техника, она органично работает и в том, и в другом инструменте. Вот. Ну и таких набросков должно быть много. Я вот пушу за то, что это должен быть как арт-фитнес, ну, скетч-фитнес. Если вы делаете много итераций, и, ну, если вы, например, хотите отжаться там 100 раз, и вы думаете, ну окей, сейчас я отожмусь, например, 10 раз. Ну, вы отжались. Окей, дальше что там? Через неделю вы попробуете еще там 10 раз отжаться. Ну, через еще неделю, ну, еще там, ну, на вас напал, например, кризис, и вы отжались там
прям 20 раз, и это был прям подвиг. Но это не очень пододвигает вас к цифре 100, потому что нужна регулярность. И для того, чтобы регулярность пришла, нужно вести это в постоянную практику. Для этого нужно купить скетчбук себе, купить себе линеры. Вот у меня Winsor Newton, они супер крутые. И, а лучше перо и тушь. И брать мои видеоуроки, которые находятся в свободном доступе, если у вас есть для этого время и возможность, и начинать вот эту вот историю. Там, смотреть, как я рисую, и повторять. Сначала повторять, потом интерпретировать, потом вводить в свои рабочие моменты. Если времени нет, то нужно подождать немножко мой курс, где я там в краткой, емкой, сжатой форме, алгоритмичной, отработанной на большом количестве студентов, прошедших уже через меня, он офлайн. Да, в этом, по-моему, уже скоро трехгодичный, что ли, опыт. Такой довольно большой. То есть, в принципе, я понимаю, о чем я говорю. Вот. У меня были очные курсы в «Зеленой стреле». Это, в общем, можно посмотреть у них на сайте. Но сейчас я буду делать отдельную историю и начну ее, скорее всего, с онлайн-курса. И будет, может быть, офлайн курс тоже будет. Во всяком случае, будут частные уроки, это 100%. То есть я сейчас думаю, каким образом я могу вот эту вот преподавательскую деятельность свою немножко развить и углубить, и перевести в немного другое русло. Поэтому индивидуальные уроки я даю и консультации. По этому поводу можно мне писать там в директ, или где там, в любые соцсети, без проблем. Договоримся. Особенно если вы из Петербурга, тогда вообще никаких трудностей не вижу. Но, в принципе, на курс приезжали даже с других стран. Там, по-моему, с Белоруссии было, с Украины студенты. Вот. Такую мысль я хотел донести до вас. Я надеюсь, это было полезно и немножко мотивирующе. Таких штук я делаю очень много. Это же проектная история. Вот буду проходиться по моему скетчбуку и рассказывать вам, как работает практически вот этот вот тип скетчинга, который я исповедую. Вот, меня зовут Кичигин Эдуард, и я делаю вот эту вот обучающую историю и практическую историю по ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу и скетчингу в путешествиях. Есть разные фановые истории, типа по фану, когда я рисую там кофе, у меня кофе кончился уже, кофе и ложкой, и всем чем угодно, потому что моя техника скетчинга, она переложенная на другой инструмент, она все равно работает. Она создана быть такой, чтобы вы могли рисовать чем угодно, когда угодно, в любых условиях. Потому что ландшафтный архитектор, архитектор может очутиться там на объекте в совершенно немыслимых условиях для комфортной работы. У вас нет ни электричества, ни каких-нибудь девайсов, там нет ничего. Даже может пишущих инструментов не быть и бумаги не быть. И это не является проблемой, потому что вы можете взять кирпич и на стене делать скетчинг в такой технике. Я как-то делал скетч скотчем на самом объекте. На большом контейнере я делал фрагменты рустов, фрагменты оконных проемов. Я рисовал просто скотчем. И это тоже отличная идея, отличная практика. Нет проблемы выражения. Это просто должно быть в голове. А голова начинает работать, когда к вам приходит алгоритм, понимание алгоритма, как строится изображение, и большого количества практики. Поэтому вот. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите внизу в описании к видео и в комментариях ссылку много моих плейлистов по тому, как это все рисовать. Если интересно, то закапывайтесь туда. Если нужен результат быстрый, ясный и простой, то ожидайте, курс скоро будет. Всем чао-чао, пока.